Всем привет! В этом видео я вам хочу показать мастер-класс на футболку, которые очень много вопросов были. Поэтому хочу вязать. Я сначала, когда вязала себе желтую футболку, кто не посмотрел, посмотрите. Результат мне очень понравилось. Я первый раз вязала футболку. Ну, я считала, что не очень надо по петелькам показать, потому что это простой вещь, на мой взгляд. Но девочки попросили, а я не могла отказаться. Я предложила точка с удовольствием захотела. Я надеюсь, я быстро буду вязать, и вы будете успевать вязать, потому что если даже сейчас быстро вязать, все равно вы это носить вряд ли будете, потому что лично у нас очень жарко. Это как раз на осень тоже хорошо. Под куртку можно одевать Ну, базовая хорошая вещь. Попробуем снимать мастер-класс. Я не знаю, что интересовало им, что по петельку сильно, наверное, не будем вязать, потому что здесь ни узора, ничего нету. Я надеюсь, что я буду показать, как раз вам это интересовало. Смотрите, я там делала итальянский набор, ну, точки мне не понравилось, говорит, мне делай так, чтобы сильно грубо не получилось. Я набирала просто обычный набор петель, набирала 121 петля и одну еще для замыкания круга. Я резинку вязала 2,5 сантиметра, вязала на тройке. У меня казал Baby Cotton, я потом и схему оставлю, описание, сколько чего делала, как для рукава, и горловина. Я все оставлю там в конце видео. Сейчас хочу пару слов рассказать и показать, ну, сама суть. Не знаю, что вам интересовало. Я надеюсь, все будет хорошо, будем вязать вместе. Смотрите, я 2,5 сантиметра вязала на тройке резинку, а потом один ряд вязала на четверке уже, разделила рукава, регланная линия, и я хочу чуть-чуть делать, росток. Я решила по 5 петель делать. Я не знаю, как вы делаете, я вот так разделила. Смотрите, вот эти оранжевые у меня рукава получается, а эти желтые у меня получается росток. Я туда-обратно каждый раз буду чтобы каждый раз не считать, не напрягаться, можно вязать спокойно. Ну, как я обычно вяжу, я просто хочу показать, я как росток вяжу. Пару рядов покажу, и все, будете вязать самостоятельно до окончания этого регланной линии. Размер, понимаете, у всех разный. Ну, реглан сверху очень хорошо, потому что сильно расчет не надо делать. Вы будете часто мерить и увидеть ваш размер как рукав, кто-то хочет широ делать, кто-то узенький. Ну, мы предпочитаем чуть-чуть свободно будем делать. Точка, хотя пока что фигура хорошая, ну, воспользоваться не хочет широковато. Мне все равно, как хочет, так и будет, Вот. Тут лицевой гладь. Все обычно, вяжу как обычно, ничего я вам нового, наверное, не скажу. Ну, один раз хочется показать, я как росток делаю, Тут тоже здесь есть и накидом делает, и еще чего, много чего есть. Я не знаю, я уже давным-давно так привыкла и делаю так. Регланная линия, вот, она дырочки не хотела, и у меня нету. Я вот
вяжу так, чтобы без дырки было. Вот здесь 2 штуки у меня регланная линия. Вот. Через ряд я вообще регланные линии добавляю. Но бывает, что есть вещи, что можно через 2 ряда, 4. Вы уже будете посмотреть на вашу фигуру. Ну, на футболку я уже делала через ряд. И мне устраивает как бы. Все хорошо. Вот. Очень базовый, хороший вещь получается. И цвет хороший, этот розовый цвет, очень красиво. Вот еще одна регланная линия. Вот. Я просто покажу, я как делаю. Может, вы привыкли по-другому вот этот росток делать. Ну, какая разница? Вот. Дошли до первого маркера. Снимаем. Вот повернули вязание. Надеюсь, это... Да, я когда-то накидом тоже делала. Вообще мне не очень нравится. Все равно там дырочки. Тем более это полухлопок. На 4 чуть-чуть этот. После стирки нормально будет. Смотрите. Вот я так. Видно, надеюсь, да? Вот так снимаю. Вот эту петельку. Вот так снимаю. Придерживаю. И чуть-чуть туго начинаю вязать обратная сторона уже. Вот так. Надеюсь, все видно. Вы понимаете, перед камерой, не знаю, кто пробовал, знает. Так все трудно делать. Еще и погодные условия. То солнце есть, то солнца нету, не знаю. Что за лет? Накид. Мы же через ряд делаем. Поэтому так и вяжем. Опять накид, регланная линия. Вы тоже этот разноцветные маркеры делайте, чтобы легко было. Каждый раз не считать. А это куда у меня залезло? Вот. Извините. Это я понимаю, все знают, но всегда люди хотят посмотреть, может что-то новое узнают. Я тоже могу у людей что-то учиться, не только вязание. В жизни так. Всю жизнь человек учится, ну нормальный человек. А есть люди, что даже если ничего не знают, все равно считают, что они все знают. Зачем им надо? Ну, я так не считаю. Всегда можно учиться на любую вещь, на любой рецепт, на все на свете. Всегда мир вперед идет, разные люди думают по-разному. Даже начинающая вязальщица может такое вязать, такое делать, что вы 100 лет вязали и об этом не знали. Поэтому всегда можно посмотреть. Правильно? Вот эти маркеры не очень удобные, честно говоря. У меня раньше другие были, они все испортились. Вот, дошли первого маркера. Снимаем. Теперь на лицевой. Надо здесь тоже стараться. Смотрите. Вот. Я не знаю, может эта техника как-то называется, я честно не знаю. Вот так. Хорошо потяните пряжу, вот так держите и первую петельку вяжите это. Хотя полухлопковая нитка или хлопковая, как бы ни делай, все равно она, понимаете, чуть-чуть. Вот это вот. Всякие казусы видно будет. Ну ничего, пережить можно.
После стирки лучше становится. Ничего страшного. Или бывает, полухлопковую нитку вяжешь, 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 ничего нету. Один ряд, как рядность получается, или нитка неоднородная, даже не знаю причина. Или что-то такое, ну, ничего, пережить можно. Даже машинка может что-то выдавать. Я когда-то на машинке тоже вязала очень давно. Ну, сейчас не хотела бы мне. Муж предложил. Зачем надо? И у меня дома мест нету даже. Куда девать? Зачем надо? Не надо. Я работала на машинке чуть-чуть, более 30 лет назад. Тогда да, можно было удивить, можно было что-то вязать, даже что-то продать. А сейчас не очень. Понимаете? Поэтому ручное хорошо вязать. Я еще это покажу, вот эту петельку, и будете самостоятельно вязать до того, как закончится регланная линия. Потому что по петелькам не будем вязать. Это будет полгода. Перед камерой все так долго, так трудно. Руки не послушнее, потому что неудобно. Ну ничего, я надеюсь, видно. И здесь сама суть как бы понять. А так все вяжется легко и просто. И как вы заметили, я узор мало вяжу, потому что мои не любят. И я не очень. Ну, вяжу, у меня есть узоры и будут. Ну, не так, что как. Есть девочки, что вяжут. Мне нравится, не то, что не нравится. Ну, на себя не хочется. Как бы, если мои девочки тоже не хотят, я вязать и куда девать. Поэтому придется вот так вязать. Без узора. Мало узора. То есть не то, что мы вообще узор не делаем, но маловато. Как я вижу, как девочки вяжут, я очень даже маловато. Сейчас дойдем долгожданную петельку. Смотрите, вот дошли. Вот, надеюсь, видно. Вот. Вот это два вместе вяжется. И вот, смотрите, как аккуратно получилось, правда? А накидом все равно, не знаю, я раньше вязала, все равно накидом недовольная. Я надеюсь, я доступно объяснила. Вы будете... Ладно, раз дошли, еще один раз покажу. Вы будете самостоятельно уже вязать, если что, промотайте, посмотрите. Вот опять дошли на эту петельку, вот это так тяните, чтобы сильно этот не было широкий. Вот опять, вот двойная петелька, да, как называют. Вот, вот, вот. И дальше вяжем себе. Вот так. Вот это, видите, чуть-чуть этот, ну ничего, после стирки уже тянется. Я сейчас покажу. Смотрите, аккуратно, правда? Вот. Вот. Вот эта петелька. Аккуратно. После стирки нормально будет. Если на тройке вязать вот эта пряжа Baby Cotton, эта пряжа на тройке вообще отличная. Вообще эти дырочки не видно будут. На четверке чуть-чуть видно, ну это терпимо, потому что на тройке футболку это толстовато было бы, а это как летающий, как это, смотрите, как красиво на футболка получается. А если на тройке какой-то джемпер вязать, вот такой способ делать росток, оно ничего не видно будет, после стирки будет очень-очень красиво.
Давайте будем вязать самостоятельно до подреза, до конца реглана. Каждый свой размер делает. И потом будем встретиться, делать подрез и вязать дальше. Вот, смотрите, девочки, я уже вязала до проймы. Сколько мне надо было, я вязала. Конечно, я себе сильно широкую делала, а здесь не так, потому что у меня точки нечего прятать, как у меня, поэтому сильно не этот. Вот это вам ничего не даст, мои петельки. Ну, я в конце все напишу, расскажу, как всегда. Сейчас только вяжем, а вы будете вязать на свой размер. Ой, я надеюсь, вам не мешает. У меня холодильник работает, никак не могу каждый раз отключать. У меня сегодня такой день, то холодильник работает, то пасмурно. Ну, я хочу быстро снимать, потому что вы потом... Кому эта футболка надо будет? Никому. Смотрите, я одну уже делала. Я до проймы вязала. Здесь вот подрез уже набирала. Вот кто-то на спицах делает, вот, я на нитку, чтобы туда-сюда не болталась. Вот так мне удобно. И, наверное, многие так делают. Смотрите, я для себя решила делать 10 петель подреза, поэтому я вязала, дошла. И смотрите, мы будем набирать 10 петель, как обычный набор делается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Прям как в школе до 10 считать. Видите, до 10 считать умею хорошо, как вы заметили. Вот это теперь снимаем. Я заранее делаю, чтобы сейчас сильно не время терять. Я для себя еще решила, что вот эти регланные линии я на тело оставила. На рукава мне не надо. И начинаем вязать, как обычно, по кругу. Это, наверное, все знают. Ну, может, кто-то не знает, поэтому вопросы задавает. Ну, будем вязать, ничего страшного. Кому не интересно, конечно, только на картинку посмотрит и вяжет. Кому-то интересно так. А кому-то нравится, как я вяжу, просто посмотреть, надеюсь. Кому как по душе, так и делает. Чуть-чуть рыхловато, смотрите, после стирки лучше будет, и как футболка на 4 будет хорошо. А если джемпер вязать, сказал Бэби Като, я бы советовала на 3, что более стабильно и более, ну, что ли, тепленько, что ли, будет. А этот вещь тоже, я считаю, что лично у нас очень жарко. Это где-то на сентябрь, что ли. У кого какая погода, а у нас в Днепре очень жарко, даже вязать невозможно. Хлопок вяжу, и то мне очень жарко. Хорошо, что кондиционер придумали, а то что бы мы делали. Раньше не так жарко было, сейчас каждым днем жарче и жарче, как будто. Надеюсь, звук холодильника вам не мешает. Если сильно мешает, напишите. Вроде бы я громко говорю, чтобы перебить этот навязчивый звук холодильника. А что делать? Только у меня сегодня здесь как бы чуть-чуть светло. Целый день пасмурно. Еще и летняя вещь хочется быстро делать. Тем более девочек обещала. Я это вообще не планировала вязать. Ну, как обещала, надо вязать. Правильно? Я так думаю. Поэтому будем как-то делать. Смотрите, дошли до подреза. Тут тоже вот первый ряд трудновато, ну вязать можно как бы. Смотрите, вот этот 10 петель. А не бойтесь, что оно некрасивое, это все вяжется после стирки, все будет хорошо. Поэтому
На четверке, да, полухлопок чуть-чуть плохо себя ведет. На камере так все трудно, и это руки как бы беспомощные. Не знаю, кто снимает давно, наверное, у них не так. А кто только начинает, наверное, тоже так. Вроде бы чуть-чуть привыкла, как вы заметили, но не так. Пока не с камерой не на «ты». Ну ничего, учимся. Я всю жизнь учусь. Я не считаю, что я супер вяжу. Я каждый день все равно что-то делаю. Потом что-то мне не нравится. Делаю, распускаю. Я тоже очень сильно распускаю. Много раз распускаю и перевяжу, вяжу. Потому что пока мне не понравится, я остановиться не буду. Это ж не ткань кроить, правильно? Перевязать всегда можно, чтобы потом по душе носить. Вот, я хотела вот этот момент вам показать. Видите, как подрез? И все, теперь будем вязать до резинки. Кто сколько хочет, длинный хочет, короткий хочет, я не знаю. И у меня резинка широковата. Я не помню, сколько сантиметров. Ну, дочка уже мне заявила, что это как бошкообразный. Я не хочу так. Я ей попробую делать малой резинкой, чтобы оно как бы ровно получилось. Вот будем вязать сколько вам надо. Потом встретимся, когда уже будем вязать. Даже не знаю, резинку показать, зачем вам надо. Потом будем встретиться, когда я буду рукава вязать. Хорошо? Потому что это просто по кругу надо вязать, сколько вам надо. И резинку тоже, сколько вам надо. Все, до новых встреч. Будем встретиться, когда надо будет рукава вязать. Вот, девочки, я уже вязала, смотрите, сколько. Я еще до конца не довязала тело. Ну, решила я довязать рукава, потому что скоро у меня внук приезжает и не успеваю. Думаю, если летняя вещь, надо как бы раньше показать. Смотрите, я одну рукавчик уже делала, второй будем вместе делать. Подрез, смотрите, все красиво. Кто-то подрез шьет, а я набираю сразу. Это после стирки еще лучше станет. Эти места чуть-чуть слабые, но ничего, после стирки лучше будет. Еще имейте в виду, что на четверке вязано. Еще хотела я вам сказать, что если хотите сильно ровные петельки, чтобы ни убавки, ни прибавки, чтобы ничего абсолютно не видно было, хорошее полотно, значит вяжите на тройку. Будет чуть-чуть плотный, но будет очень ровно. Вот футболка мне нравится моя, что она невесомая такая, легкая. Но все равно для меня получается вот эта пряжа полухлопок, Казал Baby Cotton, эта пряжа получается на четверке для меня, на моем понимании, хорошо получается вещь, но не отлично. Для меня отлично, когда вообще ничего не видно. Убавки, смотрите, чуть-чуть здесь видно, но это после стирки лучше будет, чуть-чуть видно. А на тройке вообще ничего не видно, поняли? Ну, решайте уже сами. Хотя это все терпимо. Смотрите, я еще хочу показать, как я все это набираю, и будем вязать дальше. Можно взять с собой этот крючок, чтобы было легче. Хотя здесь рыхлый, можно и без крючка. Я добавила здесь 10 подрезов, я тогда сказала, 10 петель. Мы будем это все вязать, и я потом буду все разные счеты и расчеты сказать. Раз, два, три, четыре, 5. Вот. А тут раз, два, три, четыре, 5. Вот отсюда начинаем. Можно начинать крючком, чтобы было легче. Чуть-чуть здесь хвостик оставьте, хотя мне не пришлось пока что там что-то подшить, что-то делать. Ну, мало ли, какая-то дырка получается, если начинающий, неопытный может. Смотрите, вот эти окошки я
2, 3, 4 и 5. Вот это то, что подрез я добавила. 5 отсюда, а 5 вот в конце мы будем. Я буду вязать на чулочные, а вы как хотите. А здесь всегда пару петель оставляет, пару петель можно добавить. Я добавляю и буду потом убавить, если что, 2 вместе буду вязать. Вот, 1 и 2. Вот. И будем уже набирать отсюда. Давайте самостоятельно набираем, чтобы сильно время не терять. А потом будем стричь. Вот, смотрите, дошли. Теперь отсюда одну петельку возьмем. И еще отсюда можно. Вот. А здесь линия реглана, ничего, это все будет потом хорошо. И эти подрезы 5 штук. 1, 2. Ой, я здесь что-то пропустила. Вот это. Раз, два, три, 4. Вот 5. Вот. 1, 2. 3, 4, 5. Опять мой холодильник. Извините. Мастер-класс никак не могу. Ой, этот. Смотрите, вот набирала. Видите? У меня было до того, как я этот подрез набирала, все, у меня рукава было 62 петельки. 10 подрезов это 72. Еще 2 петельки, вот эти уголки я набрала, правильно? Будет это 2 сюда, 2 туда, 74. Теперь я для себя решила, что мне надо 70 петель на рукава. Поэтому я первые ряды, которые буду сейчас вязать, первый ряд, я буду вот эти, которые 2 лишних набирала, я их хочу убрать. Вот 2 вместе и 2 вместе. Вот эти лишние, которые убирала, чтобы здесь более аккуратно получилось, поняли? Дырка не получилась. И они мне лишние, зачем они мне нужны? И вот я, когда мою футболку вязала, я сразу после подреза один ряд вот вязала лицевой, выровняла и сразу вязала резинку. А дочка не захотела, говорит, я так не хочу, мне чуть-чуть рукава. Поэтому я здесь 17 рядов буду вязать. Я же одну рукава уже вязала, поэтому знаю. Я 17 рядов вязала. Хотела резинку вязать, как и Карловин, 6 рядов. Но она заявила, что не хочу, будет тянуть, как почкообразный будет. Она хочет широкую рукава, чтобы болталась. Поэтому я буду 17 рядов лицевой делать. И потом в конце всего лишь 3 ряда резинку делать, чтобы, чтобы оно было, как так называется, резинка. Раз так хочет. А вы можете сколько хотите рукава вязать, сколько резинку, как любите, как хотите. Только резинку обязательно на 3. На 4 резинки на этот пряжа, это вообще издевательство будет как бы. Вот. И вот это я вам, надеюсь, все доступно показала. Я показала вам, я росток как делаю, подрез как делаю, правильно? Подмышки как набираю. Есть люди, есть девочки, которые шьют
отдельно вот подрез это, и потом шьют. Видите, как аккуратно уже у меня получается. Я шить ничего не буду. И буду 17 рядов вязать, потом резинку и все. Вот. Смотрите, все хорошо, все аккуратно, все нормально. Вот. На этой основе вы можете, я знаю, разные техники есть, девочки делают по-разному, я тоже иногда по-разному. Ну, я на это привыкла, это самый легкий способ, самый быстрый. Я делаю так. На эту основу вы можете и джемпер вязать, и жакет вязать, все что угодно. Можно и длинные рукава эту футболку делать, короткие, 3/4, уже вы будете сами решать. Я буду довязать рукава, довязать тело, стирать все, внешний вид нормальный делать, и будем встретиться. Потом будем обсудить, сколько петель набирала, что делала, какая пряжа, сколько пряжи расходовала. А вы все равно будете вязать свой размер и своя плотность. Это. И имейте в виду, если хотите сильно ровное полотно, я еще раз повторюсь, что можно на тройке и будет отлично. Вот, что еще хотела сказать? Еще хотела сказать, я хочу делать вот такое видео, ответы на вопрос. Если у вас есть вопросы, задавайте, я буду собирать и ответить на ваш вопрос. Вот, девочки, настал этот день, что я все закончила, все стирала. Готовая работа у меня. Я вроде бы все объяснила доступно, как я думаю, что доступно. Если что, напишите, пожалуйста. Я показала, как я росток делаю, как подрез делаю, как рекламную линию делаю. Я делаю все как обычно, ничего нового. Но все равно попросили, я этот мастер-класс делаю, может кому-то надо. А кому не надо, смотрите просто, как я вяжу. Вот результат. Результат, скажем так, хорошо, но не отлично. Знаете чего? Из-за того, что на 4 вязала. Это не моя мечта, такие петельки. Ну, пойдет. Нормально. Одевать можно. Все хорошо, но я стараюсь всегда, чтобы было у меня как машинная вязка. Ничего страшного. А если на 3 было бы хорошо, но очень плотно. Точка так хотела. Еще у меня какой-то интересный вопрос к вам. Если вы вот это цвет, казал Baby Cotton, вот этот пыльная роза, что ли, называется, вот это если вы вязали, я уже вяжу это 2-й раз, у меня платье еще есть на канале. Если что, смотрите, кто не посмотрел. Цвет очень модный, хороший. Но мне что-то удивляет. Если вы вязали и это заметили, пишите, пожалуйста. Хочу ваше мнение тоже услышать. Потому что это пряжа. Я оказал Baby Cotton, я уже вязала почти все цвета. Они все, у них у всех есть какой-то блеск, какая-то красота. Вот этот цвет-то хороший. Ну, как будто здесь вата видно. И стареет быстро эта вещь. Я не знаю, это от цвета зависит или что. Но я это знала, но все равно точка этот цвет хотела, мы вязали нормально. Ну, оно, вот у меня на канале есть красный, там, горчичный цвет, да, они отличнее как бы на вид. А это какой-то, не знаю, какой-то не такой, как будто уже давно носили этот вещь. Ну, ничего. Это дочке очень понравилось результат. Она собирается осенью носить этот вещь. Она уже выгуливала как бы. Ей нравится. Ну, главное, что ей нравится. Футболка как футболка, это базовая вещь. Что я советую? Я советую вязать. Разные пряжи здесь можно использовать, разные цвета, даже несколько цветов, если вы будете вязать, у вас в гардеробе пускай будет, это под джинсы, под юбки, под брюки, я считаю, под туфли, под кроссовки, это базовая вещь, неплохо будет, я советую вязать, вот так.
Как я вязала, вы уже увидели нюансы. А так, что набирала, что это, я в конце все оставляю. Я могу сейчас, у меня здесь я написала, я могу читать, что это, как вы поняли, Казал Baby Cotton, цвет 34-44, расход у меня 180 грамм. Я вязала на четверке, а резинки на тройке, естественно, потому что вообще было бы страшно смотреть. Я набирала 122 петель и плюс один для чтобы замкнуть круг. По 2 регланные линии я почти всегда, и не почти, а даже всегда, я делаю регланную линию 2 или больше, потому что одну петельку делать регланной линии я не советую. Это, на мой взгляд, будет очень некрасиво, и одна петелька как будто будет тянуть вот эта линия, вот это вот, оно как вот так становится. Не знаю, чего мне не нравится, честно говоря. Я делаю 2 и больше. Вот. А рукава я делала по 17 петель. Росток я делала здесь очень маленькую, потому что футболка как футболка. Зачем большой декольте как бы. Я делала по 5 петель, серединки 11 оставила и по 5 туда-обратно. И получилось у меня, ну, сантиметров 3, что ли, да, наверное. А здесь, видите, из-за того, что на четверке, здесь чуть-чуть что-то не так, но нормально. Когда носишь, не видно. Резинка 2,5 сантиметра. Росток 3 сантиметра у меня получилось. Регланная линия 18 сантиметров. Рукава, вот тут у меня было 62 петельки до подреза. Подрез я добавила 10 петель. Еще 2 петельки я, когда набирала подрез по кругу, 2 петельки я добавила. Это у меня получилось 74, а я убавила. В итоге у меня рукава, вот я вязала 70 петель. Вот. Рукава я, когда свою футболку вязала, я после подреза сразу один ряд вязала и резинка. А дочка так не хотела. Хотела чуть-чуть рукав, чтобы чуть-чуть длинно было. На нее увидите. Это не то, что длинно, но чуть-чуть. Вот, где остановилась, у меня когда холодильник работает, значит я не буду работать. Вот, рукава я здесь делала 17, после подреза, вот 17 рядов вязала, потом 3 ряда резинки. Потому что резинки вы сколько хотите можете делать, просто у меня дочка не хотела, чтобы ничего не тянуло, она хотела, чтобы болтало все, поэтому вот. Рукава у меня 22 сантиметра получилось в итоге вот тут. Тело по кругу у меня 196 петель, ширина 84 сантиметра получилось. Внизу резинка 3 ряда тоже вязала. Длина изделия у меня получилась 52 сантиметра. Это насчет размера я могу сказать, что XS и S. Больше, ну, никак. Вот у меня дочка одевает разные, или XS, или S. Фотографию посмотрите и будете судить. Все равно эти размеры вам ничего не дадут, потому что вы сами размеры будете свое вязать, как я всегда говорю, чтобы я вам не заблудила и не сказала, вот это вяжите, и будет на вас нормально. Так, наверное, не получится. Разные спицы, разные, ну, как плотность вязания, разные факторы есть. Поэтому все равно вяжите, как ваш размер, как ваши петли и чтобы я потом не думала, что вам плохо советовала. Вот. Получилось очень хорошо. Я один раз уже в машинке стирала на короткий режим, 15 минут. Все хорошо. Это носибельная вещь, не жалейте. Вяжите, а пряжу выбирайте сами, свой любимый пряжа, который вы уже знаете. И вяжите на здоровье, пожалуйста.
Вот, если какие-то вопросы будет, задавайте, потому что, на мой взгляд, вроде бы все сказала, ну, со стороны видно будет, я правильно объяснила, не доходчиво или нет. Вот, если такая идея вам понравилась, пишите комментарии, поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока, до новых встреч!